«Мама, я не хочу больше с тобой жить. Я ухожу к отцу». Эти слова Алена услышала не из уст сына, а из уст бывшего мужа в зале суда, где воздух был густой от чужого дыхания, от запаха бумаги и лжи. Она тогда не закричала, она не упала, она просто перестала чувствовать ноги. Как будто земля ушла, а она осталась висеть в воздухе. Сын стоял рядом с отцом, не смотрел на нее, а ведь все начиналось так просто и так больно. После развода Виктор почти не виделся с сыном. «Нет времени», — говорил. «Мал, еще никуда с ним не сходишь. А если и забирал, то только чтобы тут же отвезти к своим родителям, в деревню. Там мальчик проводил весь уик-энд один, у бабушки и дедушки по отцу, пока папа устроил свою личную жизнь. Как будто сын не ребенок, а временный груз, от которого можно на время избавиться». Алена купила маленькую квартиру свою, светлую, с кухней, где можно было стоять вдвоем она и он и месить тесто по выходным. Потом встретила Андрея, мужчина, который не спрашивал «А он мой?», а просто взял мальчика за руку и сказал «Пойдем, покажу, как забивать гвозди». Сын стал называть его папой тихо, сначала пробуя слово на вкус, потом с облегчением. А потом у Алены и Андрея родились свои дети. И старший, он не ревновал, он не замкнулся, он расцвел, брал младшенького на руки, укрывал старшего одеялом, если тот уснет на диване. «Я их люблю», — просто говорил он, — «до безумия». Они всегда брали его с собой. Всегда. Ни разу «останься, мы быстро». Потому что для него быстро когда-то значило неделя у бабушки, пока папа живет чужой жизнью. А Виктор — те же фразы, те же обещания. На выходных заберу, и тишина на 3 недели, а то месяцы ожиданий. Скоро увижусь. И снова ничего. Только алименты ровно 25 тысяч, как по графику. Ни копейкой больше. Ни звонка. Ни... Как дела? И вот 16 лет. Ребенок уже почти мужчина. Закончил 9 классов. Мечтает поступать. Летом день рождения бабушки. Можно к ней? Ненадолго. Обещаю, завтра вернусь. Глаза честные. Голос детский. Он ушел с рюкзаком со сменной одеждой, как всегда. Но не вернулся. 3 недели. Алена звонила, не отвечает. Писала, прочитано. Ездила к бабушке, он у отца. А Виктор, не беспокойте, идет судебный процесс. А потом конверт. Холодный, плотный, с печатью. Исковое заявление. Изменение места жительства. Подпись «Сын» и «Виктор». Она читала и не верила. Не давали спать, не давали есть. Спал на полу. Нет своего угла. Готовил еду. Присматривал за младшими. На полу смеялась сквозь слезы Алена, глядя на его комнату. Кровать с новым матрасом, шкаф с одеждой, настольная лампа, которую они выбирали вместе. Не кормили? А холодильник? А ужины? Когда он сам ставил сковородку, а она стояла рядом, не заставляла, а учила. А YouTube-канал? Где он, смеясь, показывал, как взбить белки в крепкую пену и говорил: «Главное любить то, что делаешь». Пришли из СОП. Проверили, опросили. Все в порядке. Условия хорошие. Ребенок в безопасности. Но суд слушал другую историю. Ту, что Виктор рассказывал громко, с паузами, с дрожью в голосе. Она его использовала как слугу, как замену отцу. А сына спросили, правда ли это? Он опустил глаза, молчал. И это молчание, оно резало громче, чем все обвинения. Судья сказала четко:
Нельзя заставлять детей работать по дому. Нельзя, чтобы ребенок готовил или присматривал за младшими. Алена вышла и впервые за 16 лет заплакала вслух. Не шепотом, не в подушку, а стоя у подъезда, сжимая документы в руке, кричала, как будто кто-то вырывал сердце из груди. А Виктор тем временем спокойно рассказывал: «У нас однокомнатная, но как только решение вступит в силу, дадут трехкомнатную. Нам, не ему и сыну. Нам, как будто сын не человек, а ключ от квартиры». И последний удар. Прошу взыскать алименты 60 тысяч рублей. За сына, которого он не видел годами. За сына, которого теперь спасает. Суд выиграл Виктор. Квартиру дали. Но сына не прописали. Когда Алена позвонила голос, Виктора был ледяным. «Я не обязан его прописывать. Он имеет право на твою квартиру, ту, что купила после развода. Ее квартиру, ее труд, ее мечта о своем угле. Он считал, дождется 18 лет и вышвырнет его на улицу. Без жилья, без защиты, без папы». Но Алена пошла. Она пошла. К юристам, у которых в кабинетах висели дипломы, а на столах чашки с надписью «Я верю детям». Она не кричала. Она собирала документы, выписки, свидетельства. И когда бумаги легли на стол Виктора, он еще сопротивлялся, пока не позвонили из органов и не объяснили ему, что он по закону должен прописать несовершеннолетнего ребенка у себя по решению суда. И он поставил подпись: прописка «Сын в квартире отца». Но после окончания училища Виктор собрал вещи ребенка в один пакет, не упаковал, не объяснил, просто вот, держите, и отвез к родителям Алены. Сейчас сын живет у бабушки и дедушки. Он работает. Иногда заходит в старый YouTube-канал и смотрит, как тот мальчик улыбается в камеру, переворачивает блин и говорит: «Если вы любите готовить, вы уже повар». А потом закрывает вкладку и сидит долго, потому что больше не готовит. И вопрос, который он так и не смог задать даже себе: «Мама, почему я поверил, что меня не любят там, где меня учили любить?